Я вас категорически приветствую, и по названию видео вы уже поняли, что я сошел с ума. Я заказал ПК с AliExpress за 24 тысячи рублей в сборе. На 101% я уверен, что это психическое отклонение, и оно скорее всего не лечится, поэтому советую заранее до конца этого ролика вызвать мне психушку. Но если без шуток, то зачем я его заказал? Для чего он мне нужен? Что он из себя представляет? И целесообразна ли покупка такого ПК в сборе с AliExpress? Сегодня вы все это узнаете. Будет очень интересно, заваривайте чаек и приятного просмотра. Это переход, короче. Ну что же, начнем по порядку, и как мы все любим, сначала предыстория. Все началось с того, что ко мне переехала уже как 2 месяца девушка, и она переехала со своим очень плохим ноутбуком. А она капец как любит играть, и постоянно ей давать свой компьютер не вариант, тем более хочется поиграть как бы вместе, поэтому покупка нового компа была просто очевиднейшей. Нормальный человек возьмет накопленные деньги и пойдет купить оптимальный компьютер, чтобы им можно было комфортно пользоваться. Фиспект возьмет накопленные деньги и пойдет на AliExpress и возьмет первое попавшееся говно, чтобы сделать из этого контент. Без шуток, при покупке ПК у нас было не особо много денег, и покупать какой-то промежуточный этап в нормальном магазине это очень скучно, поэтому мы решили взять ПК с AliExpress и сделать из этого видос. То есть машинка, о которой сегодня пойдет речь, для нас это временное решение, а для вас очень интересный контент, поэтому за это нужно обязательно влепить лайк. Тем более, если под этим видео соберется 40 тысяч лайков, то в таком случае будет еще одно видео про ПК, которое уже будет нормальным, и мы его как следует прокачаем в плане дизайна. Будет еще интереснее. Ну а пока давайте посмотрим, что там намудрили китайцы и стоит ли это вообще своих денег. Напомню, ПК стоит 24 тысячи, и он является самым популярным среди заказываемых. То есть ПК пользуется спросом, его заказывают, оставляют положительные комментарии, значит, по сути, это должно быть годное решение, потому что, ну, столько заказов не может быть на пустом месте. Ну а сейчас мы это узнаем. Заказал я, естественно, самый популярный ПК по заказам и самую популярную конфигурацию конкретно в этом магазине. Позже вы узнаете, что именно люди покупают чаще всего, а пока давайте перейдем к распаковке. Открыв коробку, я увидел маленькую коробочку и подумал, что видеокарта отдельная, и сразу стало как-то грустно, потому что ПК не совсем в сборе получается, но взяв ее в руки, я понял, что она пустая, а значит, видеокарта на месте. Далее, достав еще одну коробку, в которой находится ПК, я начал его доставать, и здесь начался первый китайский прикол. Дело в том, что ПК внутрь положили неправильно, не фронтальной стороной, из-за этого доставать его было вообще неудобно, и это уже первый дизлайк. Ну да ладно, с горем пополам ПК мы достали, и какой же он балдежный, он реально очень красивый. Первые мысли в моей голове были о том, что я хочу свой ПК обновить на белый корпус со стеклом, потому что это реально классно, и этот ПК получается плюсик за дизайн. Ну идя дальше, я увидел 3 колоссальных минуса в этом корпусе. Во-первых, болтики, которые закручивают, кстати, не стекло, а пластик, у них резиновая прокладка абсолютно на всех болтиках неровная. Но также идя дальше, при разборке корпуса, задняя крышка, нижняя резьба, она была погнута, как будто силой закручивали этот саморез или что это такое. А из этого вытекает третья проблема, несимметричная щель на задней части крышки корпуса. В общем, практически одни минусы. И получается, корпус хоть и красивый, но сделан он из говна и палок. Поэтому давайте не будем заострять на этом внимание и пойдем дальше. При открытии пластиковой крышки внутри была пупырка, и это не совсем безопасно в том плане, что пупырка может задеть какой-нибудь из элементов, и оно может сломаться, но, к счастью, все доехало нормально и все было цело. Первым же делом обратил внимание на расположение вентиляторов, оно абсолютно не такое, как было указано на фотках. Все 3 вертушки были установлены на лицевой стороне корпуса, и это вообще неэффективно, потому что вот она, вся щель, откуда может забираться воздух. ПК позиционируется как готовое решение, и логично, что люди, покупающие подобное, не будут ничего внутри менять, тогда зачем было делать 3 вертушки спереди, причем так неэффективно? Просто чтобы вы понимали, тут есть место для забора воздуха еще снизу и сверху корпуса, и это полный бред. Дизлайк, дизлайк, еще раз дизлайк. Давайте лучше поговорим про самую интересную часть этого ролика, комплектующие и характеристики, но перед началом я хочу вам очень дать дельный совет. Покупать на AliExpress нужно с умом, а для этого отлично подходит сервис Letyshops, который лично мне на покупке этого ПК сэкономил целых 380 рублей, а все благодаря кэшбэку. Это когда часть денег с каждой покупки в интернете возвращается тебе на счет в виде реальных рублей. Все, что тебе нужно сделать, это установить расширение для браузера или приложение для телефона, а также можно делать все через их сайт. На нем же можно попасть на горящий кэшбэк, это когда кэшбэк увеличен в несколько раз, а значит экономия еще больше. Советую проверять его регулярно на нужные вам магазины, потому что такая халява не бесконечная. Кстати, именно с Letyshops в прошлом ролике мы запустили конкурс на игровое кресло за 20 тысяч рублей. У тебя еще есть все шансы в нем поучаствовать и победить. Вся нужная информация находится в описании, там же находится ссылка и на сам Letyshops. Искренне рекомендую, потому что лишними деньги точно не бывают. А мы идем дальше и обсуждаем характеристики нашего компьютера. Но для начала небольшое пояснение для людей, которые попали на это видео по рекомендациям и не являются моими подписчиками. Знаете, я не техноблогер, и я не разбираюсь в компах так, как разбираются другие ютуберы, которые посвятили всю жизнь этому делу. Я могу собрать комп, установить Windows, поменять BIOS, разбираюсь в характеристиках, но глубочайше я в этом не разбираюсь. И если вы хотите мне помочь, потому что мне очень интересна эта тема, пишите в комментариях, я обязательно все выслушаю. Но моих знаний хватает, чтобы при распаковке ПК первым делом обратить свое внимание на блок питания, который называется Smart Eye, то есть умный глаз. Логотип этого ППшника сразу же говорит о том, что да ладно тебе, братан, все будет нормально, я все выдержу. Но это вообще становится не смешно, когда ты узнаешь, что в нем всего
всего лишь 300 Вт, а на 12-вольтовую линию приходится всего лишь 264, и это очень плохо. На блоке питания экономить точно не стоит, а здесь не то, чтобы никаких защит, сертификаций и всего подобного нету, это просто полнейшая дресня, которую только можно было придумать. Самая китайская подпольная дрянь, которая вообще могла вылезти из этого мира. Это настолько дичь, что ее даже в интернет не пускают. Если вы прямо сейчас загуглите эту фирму и этот блок питания, вы его просто не найдете. Пишите в комментариях и делайте ставки, как долго проживет этот ДБПшник и как быстро у нас горит компьютер, потому что я уверен, жить ему осталось недолго. Этот китайский шоколадный глаз питает платформу на FM2 Plus сокете. Для тех, кто шарит, тот поймет, на дворе 2020 год нам пихают устаревшее говно. Я напомню, это самый популярный ПК на Алиэкспрессе. Возможно, сильно предвзят, внутри стоит хоть и старые, но годные комплектующие. Обязательно в конце ролика мы посмотрим, что за те же самые деньги можно собрать прямо сейчас. А пока материнская плата. Biostar A68MHE. Ничего не могу сказать ни плохого, ни хорошего про эту материнку, она просто самая дешевая из того, что можно было придумать. На ней прямо написано, что она поддерживает Dual канал, и это DDR3 память с максимальной частотой 2600 МГц. Вообще грустно. Давайте тогда сразу поговорим и про оперативку. Ее здесь 8 гигабайт, и при попытке загуглить ее я опять же ничего не нашел. А когда я зашел в BIOS, я увидел, что она работает на 1600 МГц. Ну вот просто что еще может быть хуже, чем ноунейм блок питания и ноунейм оперативка, который работает на такой маленькой частоте. Процессор AMD Athlon 860K. Да, вы правильно поняли, это процессор 2014 года с разблокированным множителем, то есть с приставочкой K, то есть его нужно разгонять по логике. И он неплохой за свои деньги. Был в свое время, потому что сейчас вы его кроме как Авито нигде не купите. 4 ядра, 3700 МГц, довольно-таки неплохой процессор, но его главная проблема в том, что он работает в связке с очень плохой оперативной памятью. Из-за чего все, что бы ты ни делал на компьютере, будь то монтаж, игра или просто серфинг, всегда будет нагрузка ложиться на процессор. И небольшой спойлер, да, это и есть самое узкое горлышко. Процессор неплохой, но в связке он становится просто ужаснейшим. Но об этом немножко позже. Пока у нас видеокарта RX 560 на 4 гигабайта. И это очень хорошее решение, как бы ни странно, потому что видеокарта за свои деньги довольно-таки неплохая. Ее сравнивают с 1050 Ti, и да, она немного хуже, но при этом стоит больше, чем в 2 раза дешевле. Однозначно, это единственный лучик света в этом месте весь говна. За видеокарту мы ставим лайк и идем дальше к SSD накопителю. Flash Var 120 гигабайт. И как вы уже поняли, я опять ничего не нашел про него в интернете. Но здесь ничего страшного, потому что сейчас клепает SSD-шники каждый второй китаец, и забегая наперед, скорость у него нормальная. Ни плюс, ни минус, среднестатистическая. Но самое печальное, что всего лишь 120 гигабайт очень мало. Ну и последнее, что у нас остается, это охлаждение. Как я уже и сказал, вертушки, установленные спереди на корпусе, это совсем не круто. Их нужно будет поменять и поставить сверху и снизу. От процессора охлаждает башня с 3 медными тепловыми трубками от VTG Venturi Jane. И что самое интересное, это скорее всего PAL реплика, потому что именно такого кулера я у них не нашел. И что же у нас по итогу получается? Корпус говно, охлаждение говно, блок питания говно, материнская плата говно, оперативная память говно. Единственное нормальное, так это SSD-шник и видеокарта. Но все же его нужно запустить и посмотреть, что он из себя представляет уже на деле. Напомню, что ПК мы покупали как временное решение для моей девушки. Чтобы им начать пользоваться, нужно собрать рабочее место. Игровая мышка Logitech G102, для меня лично она маленькая, а для девушки идеально подходит. Клавиатура за 600 рублей в единственном магазине техники в моем городе была куплена просто как временное решение. Наушники HyperX Cloud, потому что в последнее время я стримлю и мне удобнее сидеть в наушниках от Apple, AirPods, и поэтому я отдал свои старые наушники Даше. Игровой коврик, тоже мой старый, с такой вот приколдысной жопенцией. Монитор Samsung с DLS матрицей, это лучше, чем IPS, более лучшие углы обзора, с 60 Гц, заказывали с магазина Wildberries за 7500 рублей. По итогу все готово и первый запуск компа. Ух, сука. Ля, загорелся. Картинка пошла. Класс, круто. Ничего не шумит, ничего не горит, все светится как надо. Ну-ка. Все работает, отлично. Сейчас будем устанавливать винду. Windows есть. Встроенная. На этом моменте я сильно удивился, но, естественно, винду я поменял, потому что мало ли что там китаец вшил, и вообще, что это за винда, непонятно. Она была полностью на английском, тем более. Сразу же после первого запуска мы решили поменять SSD-шник, потому что 120 гигабайт это мало, а у Даши в старом ноутбуке стоял как раз таки SSD-шник на 240 гигабайт, почему бы не поменять их местами. Также была сделана небольшая перестановка, потому что, сами понимаете, сидеть спиной к большой комнате это не совсем круто и неуютно, поэтому мы поменяли стол местами. Также под монитор мы положили коробочку из-под видеокарты, как завещали самые умные лайфхакеры, потому что это реально полезно. Это улучшает вашу осанку и легче смотреть на монитор, банально удобнее. Уже после установки и настройки Windows началась куча проблем, когда мы начали ставить игры и программ, вылезали всякие ошибки от нехватки DLL файлов, а также оперативной памяти, что решалось установкой файла подкачки. При попытке установки программ по типу Signbench или FurMark, чтобы посмотреть мощность компа, они у нас просто не запускались, вылетали или просто комп зависал. Мы переустанавливали Windows на более ранние версии Windows, мы решали проблемы как только могли, ничего не помогало абсолютно. Забив на это дело, я решил протестировать компьютер в играх. Здесь опять же нас ждало полное разочарование
разочарование. Куча ошибок, фризы при запуске, вылетание, как же мы долго с этим боролись. Но с горем пополам мы установили Доту, Warframe, Apex и Minecraft. В Доте при минимальнейших настройках 70 FPS, и только когда ты стоишь на месте, как только начнется какой-то замес или какой-то движ, хоть малейший, будут сразу же фризы и проседания. Warframe показал себя также, 60 FPS на минимальных настройках графики, при этом процессор нагружен на 100%, а видеокарта от 70 до 90%, то есть можно чуть-чуть поднять графен, но лучше от этого точно не станет, потому что будут еще сильнее фризы, особенно в замесах. Майнкрафт более-менее играбельно, но как только начинается прогрузка мира при запуске карты, или когда ты бежишь или летишь куда-нибудь далеко, тупо забей, блять, 10-15 FPS это твой максимум. Ну и Apex, игра, в которую в последнее время я чаще всего играю и очень бы сильно хотел поиграть с Дашей. 60 FPS с просадками до 30 и с постоянными фризами каждую секунду. Это не игра, это анальное наказание. По итогу это худшая сборка и худшее вложение 24 тысяч рублей куда бы то ни было. Проще их просто выкинуть. Я вообще не понимаю, откуда столько заказов, откуда столько положительных комментариев по поводу этого ПК. Это же полное дно. Единственное предположение, что этот ПК заказывают какие-нибудь мамочки для своих отпрысков, которые вообще не разбираются в комплектующих и видят, что он светится и выглядит как геймерский, а значит хороший. И дело в том, что эту сборку за такие деньги можно было сделать нормально, установив более лучшую оперативку и поменять блок питания, чтобы он не сломался у вас через месяц. Но китайцы как-то смогли сделать говно и при этом продавать его дурачкам. Я не представляю, как это возможно. Возможно, я что-то не понимаю, его нужно было разогнать, или я что-то не так сделал, но это готовое решение, которое продается для людей, которые не хотят ничего делать сами. Это же логично. Ты его покупаешь, ставишь и должен им пользоваться. Но не поменяв оперативку, у тебя будут фризы. Не поменяв блок питания, он у тебя быстро сломается. Не поменяв кулера, у тебя будут плохое охлаждение. И это в принципе очень плохая сборка. Если она такая плохая, собери лучше. Окей, без проблем. Заходим в DNS. В DNS. Это значит, не нужно нам будет ждать доставку с Алиэкспресса. Это во-первых. Во-вторых, там цены выше, и все равно мы соберем и дешевле, и лучше. Материнская плата. Гигабайт B450M. Отличная материнка под разгон, а также с поддержкой высокочастотной оперативной памяти. Процессор Ryzen 3 3200G. Отличнейший процессор, и у него есть одна особенность. Приставка G в конце — это видеочип, который по мощности мощнее, чем GT 1030. На секундочку, эта видеокарта стоит 6000 рублей, а здесь процессор за 8. Купив один лишь процессор, вы уже сможете нормально поиграть в игры, а в будущем докупить себе еще видеокарту, как только накопите деньги. Оперативная память столько же, сколько на Алиэкспрессе, 8 гигабайт, только 2666 МГц, а также в будущем ты сможешь засунуть себе еще плашечку оперативки и сделать 16 и сделать свой комп еще мощнее. SSD-шник на 240 гигабайт, в 2 раза больше, чем шло в комплекте в ПК с Алиэкспресса. Кулера у нас нету, потому что ставим боксовый, но за те же самые деньги можно взять любой другой. Блок питания у нас от Aerocool на 550 Вт, намного лучше, чем шоколадный глаз. Ну и любой самый дешевый корпус за косарь. Вот ПК у нас готов, цена без сборки 22 тысячи. Цена со сборкой от DNS будет стоить 23 500 рублей. Это именно столько, сколько стоит ПК с Алиэкспресса. И что же мы за это получаем? Во-первых, отличную платформу под разгон и под апгрейд в будущем. Вы сможете докупить видеокарту и сделать свой ПК просто пушечным, а также добавить оперативку. Но также банально ваш ПК не сломается через месяц из-за плохого блока питания, а оперативка за 1600 МГц не будет создавать из процессора узкое горлышко. Например, Warframe, с которым мы сейчас играем с Дашей, на этом ПК бы тянул в 60 плюс FPS на средних настройках. При этом процессор был бы нагружен всего лишь на 50%, что не может не радовать. Про Доту, Майнкрафт и подобные игры я вообще молчу, потому что очевидно, что он будет лучше. Во всем абсолютно. Можете посмотреть тесты в интернете, я оставлю ссылку в описании. Так что же по итогу? Мы купили говно ради контента. Мы будем поскорее избавляться от этого компьютера, потому что это самое ужасное, что вообще происходило в нашей жизни. Я не то чтобы вам, и даже врагу не посоветую покупать ПК с Алиэкспресса, потому что это полная дичь, и у нас можно взять и дешевле, и при этом мощнее. Мое разочарование в этом ПК могут спасти только ваши лайки. Напомню, если вы соберете их 40 тысяч, то я сделаю видео, где мы соберем уже нормальный ПК и при этом его проапгрейдим в плане дизайна. А также хочу вот прям поделиться. Мне очень интересно разбираться в ПК, мне очень интересно снимать про ПК, потому что для меня это что-то новое. Я не являюсь экспертом в этом вопросе, и я вместе с вами буду прокачивать себя в этом, если вы покажете это своей заинтересованности в виде комментариев, лайков и просмотров. Поэтому искренне надеюсь на вашу активность под этим роликом, если это вам также интересно, как и мне. А я с вами ненадолго прощаюсь, потому что скоро я перееду на новую хату. А я уверен, моим подписчикам это будет очень интересно, потому что это самые топовые ролики на моем канале про мою хату, рум-тур и каково жить одному школьнику. Только теперь я не один и не школьник, а с девушкой. Будет еще интереснее. А вам спасибо за просмотр, удачи и пока.